В этом видео я собрала наш личный топ 13 мест, которые нам понравились в Исландии больше всего. И начнем мы с обалденного водопада Скагафос. 62 метра высота этого водопада и 15 метров ширина. Я взяла с собой дождевичок, потому что собираюсь подойти прям максимально близко, насколько это возможно. Сказала я про дождевик, а сама его даже не надела. Здесь очень красиво, и чтобы сделать красивое фото, нужно подойти именно впритык к нему, а там вода прям хлещет. Но мы подошли все-таки, потому что здесь будет видно очень много людей. Только идти прям туда. Туда никто не подходит. Думаю, будет меня слышно. Чем меня поразило это место? Тем, что здесь как бы такая скальная закрытая бухта, видите? И водопад находится в глубине нее, и здесь вообще нет ветерка. Здесь просто вот спокойный воздух такой. Это, наверное, за все дни в Исландии впервые мы в безветренном таком месте, обалденно красивом. И если посмотреть справа на скалу, на вершине, видите, там люди стоят. Там есть смотровая площадка, я туда не хочу подниматься, потому что самый красивый вид все-таки открывается снизу. Мы приехали в одно замечательное место, вот здесь вверху оставляю его название, вы сейчас поймете почему. Исландия – это такое место, где каждая локация просто нереально потрясающая. На этот пляж приезжают фотографы со всего мира, потому что здесь можно наблюдать за морскими тюленями, за их жизнью в естественной среде. А девчонки наши стоят там все, и Тая снимает котиков морских. Близко подходить к тюленям запрещено, потому что самка может испугаться, и тогда она просто уплывет и бросит своих детенышей. Дальше наш путь лежит в геотермальную зону. Мы подъезжаем, и здесь уже на въезде на эту локацию такой запах сероводорода стоит в машине, все почувствовали. В этом месте видно, как закипает вода. Оставляю вам название, и здесь очень интересно погулять, особенно в солнечную погоду. Очень красиво и необычно. Здесь можно обойти всю эту локацию по кругу. Зоны такие отведенные с ограждениями. Красивое очень место. Мне кажется, в солнечную погоду оно еще просто в 10 раз нереально красиво. Мы сейчас идем на смотровую площадку, вот вон там. Посмотрим, что туда видно. Слышите? Там просто какая-то жизнь под землей происходит. Быть в Исландии и периодически не спускаться к берегу океана – это большая ошибка. Ну и куда же без Голубой лагуны? Это уникальный геотермальный спа-курорт Исландии, известный на весь мир. Здесь есть вот такой бар, где в вашу стоимость билета входит 1 или 2 маски из глины. И где-то здесь есть второй бар, где можно взять коктейль. Мы все взяли белые маски, они бесплатные, чтобы намазать лицо. Они входят в стоимость билета, И как я уже каждому сказала. дают, и каждый как хочет себе делает. Здесь есть зеркала вот такие, и можно видеть, что мы делаем. Тая не очень нас любит такие дела, но мы решили, что раз мы уже в Голубой лагуне, ну что значит не попробовать масочку? Мы красотки, солнце,
Мы нашли место, где меньше людей. Лагуна сама по размеру очень большая. И здесь вот такие всякие заводи, ты можешь ходить, мостики, дорожки. И люди, их тоже много, но они все расходятся по этой территории. И из-за этого нет вот такой вот массовости. Сама вода здесь кажется голубой, но на самом деле она белая, просто из-за того, что в ней содержится кремнезем, то она как бы отражает свет и кажется голубой. Вода в лагуну поступает из недр земли температурой 240 градусов, но здесь она сюда поступает с температурой 37-40 градусов. Она здесь остывает, да, до комфортной температуры. Благодаря высокому содержанию серы и кремния бактерии здесь не выживают, и она, эта вода, очень чистая, вне зависимости от огромного количества посетителей. В наш входной билет входит один напиток на одного человека, сканирую просто браслет, и там можно выбрать из небольшого меню. Это коктейли У безалкогольные. меня просто сок, а это как бы лед такой, ну я не знаю, лед, короче, но Он называется Blue Lagoon, голубая лагуна. На самом деле он невкусный, но он красивый для фоточек. Лагуна не является природным озером. Это место было создано путем сброса геотермальной воды в лавовое поле. Здесь есть вот такие зоны с кранами, вода течет пресная, ну где можно умыться после этих масок. вот здесь прохлада возле меня. Ну конечно, потому что вода прохладная. Мы пробыли здесь 3 часа. Мне понравилось, знаете, в первую очередь, чем, что есть охрана, да, есть спасатели, они ходят, наблюдают, но они не трогают тебя. Распустил волосы, ок. С телефоном зашел в воду, тоже ок. С резинкой, без резинки. Девочки там видела в кофтах по какой-то причине, в шапках. То есть ты полностью здесь в абсолютной свободе находишься, делаешь, что хочешь, и никто тебя не гнобит и не контролирует. Ну это классно. Еще один очень классный пляж с невыговариваемым названием. Сюда приезжает множество туристов, чтобы полюбоваться на огромные волны. Скажи мне, пожалуйста, если сзади подойдет волна, это очень стрёмно. Видите, я вам только что показала, как это бывает резко и неожиданно. Здесь все пляжи в Исландии черные, потому что сам остров сформировался из-за извержения вулкана. А еще в Исландии насчитывается 130 вулканов, и из них именно 30 действующие сейчас. Последнее сильное извержение здесь началось в 2021 году и как бы продолжалось с перерывами до августа 2023. Мы идем к очень красивому водопаду, но не к этому, а к вот этому, Глюфрабуй он называется. А здесь вот такой проходик. Да, а отут от жили тролі, диви. Ну і зараз теж живуть. Оце от класична така тролєва печера, де вони тут просто. Те, що ми їх Клас. не бачимо, чи що не значить. Їм м'ясо. Еще их немає, да? Здесь начинается этот проход под водопадом. Нужно держаться, потому что очень скользко. Я не знаю, лезть туда или нет. У меня вчера разъем намок сильно в телефоне, я его не могла высушить. Ты идешь или не идешь? Мы решили не идти, сказала я и пошла. А здесь вот такое. Мы поднялись на смотровую площадку. Внизу шикарная панорама на озеро. Машину оставили выше. Могли съехать вниз, но не стали, потому что не знаем, поднимемся назад или нет. Красота просто такая нереальная. Мы идем по лаве, просто по лаве. Так, ну, дівчатка, просто акуратно, щоб не набрати тут багато снігу собі в ці от лапці, але є де. Сейчас вы увидите самую знаменитую для фотографов
Церковь в Исландии. Она черного цвета, и это не потому, что она горела или что-то такое. Дерево, из которого ее строили, обработано специальным составом, чтобы избежать гниения из-за суровых погодных условий. Обязательно заедьте в столицу Исландии, в Рейкьявик, и уделите этому замечательному городу с цветными домиками хотя бы половину дня. Это базальт. Здесь все природное, ничего не вытесывали. Вот оно такое и есть. Из него построили здание. Термальная вода даже здесь. Вот это здание Харпа находится прямо на набережной. Здесь, в принципе, все рядом, центральное. Дождик прошел, солнце где-то выглядывает. Вообще такой красивый центр здесь. Улица до самого низа идет как радуга. И если повернуться в ту сторону, сейчас покажу, и фотографировать в ту сторону, то будет видна эта церковь на центральной площади. Вот, они все фоткаются туда, но, как по мне, вид лучше вот сюда вниз. Такое все чистенькое, аккуратненькое. Путь к леднику. Мы вышли на тропу, солнце светит, и снег здесь такой подтаявший уже. Ой, скользко. Ледники покрывают около 11% территории Исландии, и из-за этого страну часто называют страной огня и льда. Мы прошли еще немного дальше, а там есть группы, которые поднимаются прям высоко-высоко. Если там будет безопасно, не будет камнепада, то мы тоже, может быть, еще куда-то дойдем сегодня. На моем канале есть плейлист «Исландия», и там собраны множество выпусков из нашей поездки по острову, и вы можете зайти и посмотреть любое место подробно. Мы идем сейчас по этой тропе, чтобы выйти к красивому водопаду. Мы идем вдоль реки, и сейчас вот так вот дорожка ведет вверх. В Исландии сотни очень красивых водопадов, и даже если вы будете жить здесь месяцев 6, просто нереально объехать их все. Дорогами острова вы будете часто встречать вот таких вот милых пушистеньких исландских лошадок. Это уникальная порода, которая проживает только в Исландии и запрещена к вывозу. И я вам советую сделать остановку при возможности и просто покормить их, погладить. Очень часто на таких локациях продается корм для них.